Уипет – инородное тело роговицы. Инородные тела роговицы растительного происхождения являются распространенной и очень опасной проблемой для собак и кошек. В основном это семена травянистых растений, остинки колосков или тонкие шипы колючих кустарников. Как правило, эти растительные фрагменты имеют очень малый размер и вес, и при порывах ветра они легко переносятся на большие расстояния и могут попасть на поверхность глаза. Также они могут попасть в глаз и не при непосредственном контакте, если животное бегает по кустарнику или высокой траве. Очень часто проблема возникает у невысоких собак и кошек, особенно с выпуклыми глазами. Растительные семена и остинки, как правило, имеют острые и неровные края, или даже зубчики, которые цепляются за поверхность глазных тканей, поэтому при мигании растительные фрагменты не только не удаляются, а даже наоборот, еще глубже впиваются в поверхность роговицы или конъюнктивы. Если инородное тело в течение суток с момента попадания не удалено с поверхности глаза, оно уже никогда самостоятельно не выйдет и будет все глубже и глубже погружаться в глазные ткани, вызывая острый воспалительный процесс. Опасность инородных тел именно растительного происхождения заключается в следующем. Во-первых, растительные фрагменты, как правило, не ярко окрашены и их очень трудно заметить на поверхности глаза. Во-вторых, растительные фрагменты всегда содержат большое количество бактериальной флоры, споры грибов или водорослей, или даже личинки гельминтов. Таким образом, любая травма сразу сопровождается инфицированием. В-третьих, инородные тела растительного происхождения достаточно быстро начинают гнить и распадаться в глазных тканях, что делает их полное извлечение очень сложным, а иногда невозможным. При попадании инородного тела на поверхность роговицы или в конъюнктивальную полость его можно попытаться смыть большим количеством воды. Если таким образом удалить инородное тело не удается, ни в коем случае нельзя пытаться вытащить его пальцами, тампоном, пинцетом или ватной палочкой. Вы можете случайно повредить глаз, еще глубже погрузить инородное тело или оставить незаметный обломок инородного тела в глазных тканях. Необходимо срочно обращаться за специализированной офтальмологической помощью. В нашем центре мы предварительно оцениваем расположение и характер инородного тела с помощью диагностической видеосистемы высокого разрешения, а затем удаляем инородное тело под операционным микроскопом. В большинстве случаев после удаления инородного тела приходится проводить хирургическую обработку ткани роговицы, а иногда и проводить полноценную микрохирургическую операцию, включая даже пластику роговицы. После проведенной операции обязательно назначается интенсивное терапевтическое лечение сроком на 1–1,5 месяца, а после завершения лечения проводится полноценная диагностика для определения степени восстановления глаза и профилактики отдаленных осложнений. Именно такой тщательный подход обеспечивает сохранение глаза и восстановление нормальных зрительных функций у всех наших пациентов.